Всем привет! С вами Якимов Игорь. Сегодня поговорим о конструкторах для взрослых. Это конструкторы мебели. Для примера я взял конструкторы мебели от компании Ebel, где я уже заказывал стеллажи для мастерской. Ссылку на эти конструкторы я оставил в описании. Давайте посмотрим, в чем преимущество конструкторов для мебели перед той мебелью, которой забиты мебельные магазины, и мебелью, которую делают под заказ. Вы наверняка встречались с такой проблемой, что долго выбирали мебель, вроде все устраивает, и в процессе эксплуатации уже поняли, что лучше бы какая-то полка стояла по-другому, или расстояние между полками желательно было бы другое, или в данный момент расположение полок было оптимальное, но через год уже нужно другое. И обычно приходится с этими проблемами мириться, так как собрать мебель по-другому довольно большой кусок работы. И, как правило, это требует соответствующих навыков по изготовлению мебели, а не просто ее сборки. А вот с конструкторами все по-другому. Они изначально предназначены для подстройки под желание покупателей. Ты сам выбираешь комплектность конструктора, как ты будешь эти элементы между собой располагать, подстраиваясь под свои нужды. А также, если мебель уже собрана и эксплуатируется, большой проблемы не составляет поменять конфигурацию мебели. При этом ничего подпиливать или сверлить не нужно. Просто вынул полку и поставил ее на другое место. Если вдруг полок не хватает, то можно докупить недостающие элементы. Или купить еще один конструктор и скомбинировать его со старым. И еще один момент. Эту мебель удобно хранить во время ремонта, а также она удобна для перевозки. Конструкторы мебели занимают минимальный объем, и для их хранения достаточно кладовки, а для перевозки легкового автомобиля. Я специально открыл страницу, где приводятся разные виды конструкторов. Но, если приглядеться, все они состоят приблизительно из одних и тех же элементов, и крепления в них делаются одинаково. Каждый конструктор от компании Ebel состоит из вертикальных стоек, полок с элементами их крепления и штанг для одежды. Размеры этих элементов могут быть разные, но сочетая их, можно создать необычный дизайн мебели. Плюс полки могут быть специальные, например, для укладки обуви. Думаю, хороший дизайн получится, если купить белый и черный конструктор и его скомбинировать. Тут целых 4 страницы, и вы можете сами перейти по ссылке в описании и посмотреть, какие конструкторы и какие дополнительные элементы бывают. Я же вам покажу стеллажи, которые я заказал для себя. Я их заказал в черном цвете, так как этот цвет мне больше всего нравится. Эти полки можно взять и в белом цвете. Также можно выбрать ширину 63, 100, 126, 163 и 200 сантиметров. Мои же стеллажи состоят из полок 63 сантиметра и 1 метр и глубиной полки 35 сантиметров. Тут максимальное количество рядов полок, 5 рядов. Крепится вся система на 3 стойках высотой 205 сантиметров. Общий вид стеллажей вы видите на рисунке. Вот тут указаны размеры данных полок. А так должен выглядеть конструктор после моей сборки. Но давайте посмотрим, как выглядит посылка с конструктором, которую мне прислали. Вот так упакованы стеллажи. Стеллажи находятся в одной коробке, а потом эта коробка была вставлена еще в одну коробку. Это сделано для сохранности при перевозке. Вот я дальше разобрал упаковку. Вот мы видим тут поперечины.
Вот малая и более большая. Вот эти стойки, раз, два, три. Тут в каждом таком по две, то есть всего тут 6 штук. Вот это держатели полок. Вот сами полки. Вот инструкция по сборке. И вот сами крепежи, бюбели с саморезами. Вот я развернул комплектующие к стеллажам. Что у нас тут есть? У нас тут есть две рельсы 63 сантиметра и метровая. Дальше у нас есть 6 стоек. Обращаю внимание, что в стойках есть крепление для саморезов. Вот сами полки, длинные, короткие и держатели полок. Давайте посмотрим размеры полок. Вот короткая полка 60 с небольшим сантиметров, а вот длинная полка 90 сантиметров. То есть фактически две полки, если их поставить вместе, это 90 плюс 60, 150 сантиметров. Хотя заявлено, что полка 163 сантиметра, фактически это размер рельсов. Обращу внимание, что эти полки можно подрезать. Если нам вместо 90 сантиметров нужна полка 80 сантиметров, мы ее можем подрезать и получить полку нужного размера. Давайте посмотрим глубину. Глубина полки получается около 30 сантиметров. Так как глубина стеллажа 35 сантиметров, то где-то 5 сантиметров это будет зазор между стеной и полкой. И это надо учитывать. Также по стойкам. Длина стойки 102,5 сантиметров. Чтобы в высоту стойка была 2 метра 5 сантиметров, их нужно поставить одна над одной. Но соединителя для них нет. Поэтому придется выкручиваться без соединителей. А вот сами держатели полок. Обращаю внимание, все покрашено хорошо. Никаких задиров я не нашел. Вот я обвожу. Я распаковал стеллажи без применения ножа. Упаковочная пленка легко смоталась. И вот так вот аккуратно я его распаковал. Давайте посмотрим, как крепить данный стеллаж. У меня стенка еще не готова, поэтому я буду собирать стеллаж прямо на полу, проверять комплектность и что все работает, чтобы тогда, когда будет стенка подготовлена, я без проблем этот стеллаж установил. Вначале надо установить направляющую рельсу. Вот у нас отверстие. На большой рельсе длиной 1 метр 3 отверстия. А на малой рельсе длиной 63 сантиметра 2 отверстия. Крепление лучше выбирать то, что подходит к вашей стене. В комплект уже идут крепежи, но они больше подходят для бетонной стены. Если у вас гипсокартон, если у вас газосиликат или какой-то другой вид материала, то крепежи надо подбирать под них. Если у вас гипсокартон, то лучше всего под гипсокартон положить закладные подстойки, чтобы стеллажи держались наиболее крепко. Обращаю внимание, что при креплении рельса надо использовать уровень. Теперь, когда рельсы прикреплены к стене, мы можем зацепить за них стойки. В стойках есть специальный вырез, который цепляется на рельсу. Вот мы зацепили все стойки, но не спешите их крепить к стене, хотя у нас тут есть отверстие. Нам нужно закрепить полки, и таким образом мы узнаем расстояние между стойками. Обращаю внимание, как держится крепление полок. Вот тут есть выступы. Мы должны вставить в отверстие. И у нас так будет держаться крепление полки. Если нам полка будет не нужна или ее нужно переставить,
Мы ее так опускаем и можем вынуть. Также обращаю внимание, как устроен держатель полок. Тут есть особенность. Посередине находится защелка. Чтобы закрепить полку, ее нужно немножко прогнуть и переместить в сторону. Тогда она тут защелкнется. Вот давайте посмотрим длину собранной полки. Она 153 сантиметра, а не 163. Вот я поставил верхнюю полку. Полностью собрать стеллаж на полу не получится, так как когда собираешь полки, то они опрокидываются. Когда собираешь эту полку на стене, то данные полки держатся за счет силы тяжести. Когда установили одну полку, мы определили расстояние между стойками. И стойки с помощью отверстий лучше прикрепить к стене. Когда прикрепили все 3 стойки к стене, мы можем ставить остальные полки. Мы поставили одну полку, у нас еще 4 полки. Чтобы продлить стойки на полную длину 2 метра 5 сантиметров, надо привинтить продолжение стойки. Так как переходников у нас нет, то стойки крепим напрямую к стене. При этом у нас образуются такие вот швы. Если мы хотим данный шов спрятать, мы можем на это место поставить полку. Тогда этого шва не будет видно. После того, как все 3 стойки прикреплены, ставим все 5 полок на той высоте, которую нам нужно, и наш стеллаж готов. Данный стеллаж я буду вешать тогда, когда у меня будет готова стена. Если вам интересно конкретно увидеть, как его я буду ставить на стену, то пишите в комментариях. В принципе, я достаточно все рассказал, как поставить данный стеллаж на стену. Я не стал ждать того времени, когда стена будет готова. Решил вам показать данный конструктор. Он очень удобный, потому что быстро собирается. И можно устанавливать полки на той высоте, которая нужны. При необходимости полку можно переставить. Также существуют модели белые. Может, для вашего интерьера этот цвет подойдет больше. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Ссылку на данный стеллаж я оставлю в описании. Поделитесь видео с теми, кому подобная мебель интересна. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте лайк. До встречи в новых и старых видео.